Так, ребята, всем привет! У нас есть в работе вот такие два толщика. Надеюсь, видно. Один дохлый. При включении загорается, там батарейка села, загорается картинка неисправной карточки памяти. И когда мы заходим в меню, он не отображает менюшку, показывает всякие вот иероглифы. Ну, просто заполненный текст. В рабочем аппарате у нас должно выглядеть вот так. При старте заставка. И менюшка у нас, соответственно, отображается как менюшка. Этот толщик мне принесли уже для того, чтобы можно было отсюда выдернуть дамп. Это рабочий. А этот у нас дохлый. Просто обновлением он не восстанавливается. Он прошивает прошивку. Все это обновляется именно заводским софтом. Но сама микросхема SPI, она дохлая. Либо битый дамп, либо еще что-то в нем случилось. Короче, она сдохла. Что будем делать? Вычитываем с рабочего и клонируем вот в этот приборчик. Мы посмотрим, что получится. Для начала разбираем. Разборка несложная, но тем не менее давайте полностью запишем все это дело. Меняем ракурс. Так, начну с рабочего, потому что этот я уже разбирал. Дампик у меня тут считанный. Выключаем толщик, снимаем с него чехольчик. На самом деле приборы сделаны очень максимально просто. Хотя стоят они приличных денег. Но стоят они по той причине, что люди используют их ну, как бы в профессиональной своей сфере. На самом деле собранные очень как-то дешево, бюджетно. Напоминают какую-то вообще детскую игрушку, если честно. Вот не больше чем. Сейчас покажу, что внутри и как это выглядит. Эта штуковина стоит, насколько я помню, в районе 15 тысяч. Вот. Собран максимально просто. Пластик максимально простой. Ничего прям вот такого прям нету. За что бы можно было отдать деньги, не считая той идеи, что именно функционал этого прибора, что он меряет. Там много, кстати, функций, которые там производитель заявляет, что он там как правильно сказать, ну, короче, меряет он и покрытие на дверях, на капоте, на порогах, правой, левой. То есть он отображает все эти тонкости и нюансы, по которым он должен померить, и на каких-то вещах должно быть там одно показание, на других другое. Значит, разбирается он несложно. Снимаем вот этот шлейфик и вытаскиваем дальше вот эту фиговину. Она тут просто заткнута, без каких-либо там прибамбасов. Просто вытягиваем ее. Там под ней просто обычный микрик. Ничего в ней нету великого. Все, вытащили, резинку убрали. Тут у нас обычный микропереключатель. Дальше вот этот шлейфик убираем. Здесь у нас раз. И дисплейный сейчас появится после того, как мы поднимем платку. Есть здесь просто кнопки управления. Здесь у нас дисплей. И вот эта SPI, которая нам сейчас нужна. Ну, по крайней мере, у меня предположение, что она дохлая. Все, вот так она выглядит. Сниму более-менее в читабельном виде с микросхемками. Возможно, кому-то пригодится. Так, давайте здесь тоже подниму изоляцию. Вот так это все выглядит. Ну, то есть, если рассматривать с точки зрения комплектующих максимально, да, запчастей, тут ну просто практически ничего нету. То есть вот так вот это выглядит. Так, в общем, сейчас вычитываем флешку, выпаиваем и считываем обычным программатором через RT809H. Так, запоминаем ключик. Ну, ключик тут известен где. Так, что мы по температуре выставим 300 градусов. Попробуем снять на 300 градусах.
Здесь я добавлю немножко флюса, потом все это дело отмываем. Добавим поток. Есть. Переходничок и читаем программу. Так, у нас тут 25 серия, можем сделать через быстрый поиск. Быстрый поиск, 25 серия, и нажимаем вот эту кнопочку. Все, вот у нас он подтянул, нажимаем выбрать, нажимаем читать. В этих микросхемах какой-то уникальный серийный номер есть, вот этот вот, я его сейчас тоже скопирую. Вот, и сохраним сейчас это все дело. BigD. Куда не помню кидал. Поэтому сейчас придется поискать. Так, вот в автоблоках толщиномер. Там обозван как зря, но не суть важного. Вот тут вот файлик, который у нас не рабочий. Это я вычитывал. Поэтому сюда мы сейчас делаем, что это у нас рабочий. Пишем рабочий. И вносим его айдишник. Так, это у меня что-то скопировалось не то. Айдишник отсюда надо копировать. Но я его не могу сейчас скопировать, получается. Тогда вот так вот просто рабочий. И все. А вот это вот мы сейчас копируем. Копируем и еще раз сохраняем. А теперь переименовываем. Вот. И теперь сохраняем. Все, данный аппарат теперь собираем, запаиваем все обратно, проверяем работоспособность и переходим к нашему нерабочему. Запаиваем все это дело назад. Проверяем, что все хорошо припаялось. Можно под микроскопом. Все отлично. И отмываем. Выдуваем все из-под микросхемы. Почему? Потому что там обычно это все равно остается. Есть.
Все, собираем в обратном порядке. Этот прибор уже позаимствованный у другого человека, поэтому хорошо, когда есть откуда считать демпик. Так, вставляем экранчик. У них в своих кругах они, наверное, все пользуются этими толщиномерами. Так. Без них никак сейчас современные машины не купить. Хотя все хотят не битую, не крашеную, и все бьют и красят их. И когда покупать, так сразу дайте не битую, не крашеную, чтобы еще в каком-нибудь кучерявом году была и не битая, не крашеная. Так, вроде так был. Или так. Сейчас посмотрим на втором. Вовнутрь был. Так, если неправильно, я там не помню, ну, видео пересмотрю, если что, я переставлю другой стороной обратно эту вставочку. Поэтому удобно, когда и ролик записывается какой-то. Можно отмотать и посмотреть, в каком состоянии и в каком положении это все дело было. Так, закручиваю только. Так, ребята, ну и что, смотрим. После прошивки видим, что все появилось, все работает, все кнопочки, менюшка, все появилось. Чтобы вы понимали, что это не один и тот же прибор, включаем теперь нашего спасителя, который нам подогнал прошивку, и смотрим здесь. Все четко. Все, ну а на сайте официальном там просто обычное обновление прошивки, она обновляет именно процессор, а флешку эту не затрагивает. Поэтому если у вас он прям именно привалился, то welcome. Все ссылочки в описании под видео. Помогу, восстановим. Кому нужен дампик, пишите на коммерческой основе, тоже без проблем. Ну и не пишите, когда вам нужно что-то там на халяву. Это как бы вообще как бы неэтично просто тратить чужое время. Если вы там с какой-то группы, с нашей общей, то проблем нету. То есть, ну, короче так, если я с людьми общаюсь в общих чатах и так далее, тем я без проблем отправлю файлик бесплатно. Если вы просто на коммерческой, ну, пытаетесь заработать на этом, то как бы просто согласовывайте с клиентом, что вам нужно еще эту прошивку прикупить. Не просто так. Тут батарейки севшие, но тем не менее мы сейчас попробуем его запустить. Есть. Хотя пишет теперь целое. Хотя до этого он показывал, что эти батарейки все время разряжены. Но они, тем не менее, вот по индикатору видно, что заряжены. Так что, вот опять, видите, севшие. То есть, смотрите, что я советую. Вот это вот говно, это, видите, обычная какая-то дешманская батарейка
за 10 рублей. Вот в этом толщиномере видно, что стоят алкалиновые хорошие батарейки. Вот так и используйте. А вот эта вот шляпа приведет к тому, что вы толщик испортите. Он не в подходящий момент выключится, и когда делаете замеры, и слетит прошивка в флешке. Поэтому он так и сдох, скорее всего, у клиента. Не потому, что там прибор плохой или хороший, а потому, что вы его вот именно на усаженных батарейках пытались включить и что-то, какой-то замер сделать. Давайте, кстати, попробуем что-нибудь примерить, подзамерить. Давайте вот так вот. Не знаю, так видно, не видно. Давайте вот так вот. Это у нас Курат. Что он тут назамеривает? 47, 47, 51, 48, 53, 57. Давайте на... Ой, что-то там минус 6,4. Тут, короче, у нас алюминиевая крышка. Здесь железная с покраской. Давайте на вот эту панель. О, тут уже крашены. Не бит, не крашен. Что тут промазал? Давайте вот так вот. Вот 52. Курат. 49. Тут тоже железная. 5,4. Алюминий, наверное. Тут без покраски. Ну, в общем, готово. Ремонт завершен. На этом со всеми прощаюсь. Всем удачи в работе. Всем пока.